Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору масштабных моделей, выходивших в разнообразных журнальных сериях около 10 лет назад. В сегодняшнем видео хочу вам показать довольно необычный и очень интересный грузовой автомобиль марки Бернард, который копирует прототип 51 года выпуска. Эта машина вышла в рамках французской журнальной серии, посвященной цирковым автомобилям. И в данную журнальную серию входили не только грузовики, но и различные сидельные тягачи, прицепы и полуприцепы, также автомобили, не похожие на что-то, что могло передвигаться по дорогам общего пользования, легковушки и небольшие внедорожники. И данная журнальная серия стартовала в 2013 году. Сначала были тестовые выпуски, потом пошли регулярные издания. Первый номер, который мы сегодня рассмотрим, продавался примерно за 5 евро. Как раз за эту сумму я и приобрел свою масштабную модель в одном немецком магазине. И последующие выпуски уже продавали за 20 евро. Также, возможно, были специальные выпуски для постоянных подписчиков серии. Если вы сейчас захотите собрать данную журнальную серию, то у вас вряд ли это получится, потому что многих выпусков уже нету в открытой продаже, и цена на многие издания достигает 200 евро. Это тоже довольно хороший показатель, что серия была людям интересна. И что касается многих журнальных серий, которые продаются в Европе, то они потом всплывают на российском рынке. Но цена на них намного выше, чем первоначальная розничная в европейских магазинах. Вы в комментариях можете написать, а какие импортные журнальные серии встречали вы. Возможно, тоже вам попадались на глаза автомобили в цирковом исполнении. Возможно, вы видели что-то другое, что я не показывал в своих видеообзорах. Тоже будет интересно узнать ваше мнение. Как вы думаете, достойны ли эти журнальные серии и могут ли они конкурировать с российскими изданиями? И по традиции я вам приготовил еще один грузовик из российской журнальной серии «Автолегенда СССР грузовики». Это КамАЗ-5320. Мы посмотрим на уровень его проработки, сравним его с зарубежным аналогом, посмотрим, какие у грузовиков есть отличия в плане детализации, уровня покраски и качества сборки, и выявим, какая модель в целом более достойна за свою цену. И также с этим грузовиком поставляется сертификат, на котором есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Здесь довольно крупная коробка. Если посмотреть на «Автолегенды СССР», то коробочка будет в 1,5 раза меньше. И на одной из боковинок есть надпись «Пиндер». Также есть различная информация на разных языках. Написано, что это коллекция 2013 года. На одной из боковин указан прототип Бернард 28 51 года выпуска. И на задней стороне тоже дублируется надпись «Пиндер». Сама модель упакована в прозрачный блистер, чтобы не повредились мелкие хрупкие детали. И здесь с моделью поставляется также вывеска, которая устанавливается на крышу грузовика. Она сделана из пластика и окрашена в 2 цвета. И также поставляются зеркала заднего вида. Они идут в отдельном пакетике. Для сравнения могу вам показать, как выглядит коробка у КамАЗ-5320. Она более хлипкая, правда здесь есть вырез, вы видите саму масштабную модель. И этот грузовик более легкий, потому что у него пластиковая рама и пластиковый кузов, а из металла только кабина. Давайте его тоже распакуем. Поставим рядышком для сравнения габаритных размеров. Как видите, КамАЗ мельче, чем грузовик Бернард. Так, уберем КамАЗ, посмотрим на этот грузовик поближе. И это автомобиль передвижная электростанция. Здесь также открываются боковые створки. И внутри мы видим 2 дизель-генератора. Тоже они окрашены, хороший уровень проработки. Окрашена стенка за водительским местом. И изнутри створки покрашены серебристой краской. Можете их открыть, поставить наверх надпись и, например, сделать какую-то интересную диораму. И здесь металлический корпус, а днище и навесные детали сделаны из пластика. Вполне хорошо проработаны колесные диски, они окрашены в 2 цвета, красный центр и белый обод. Покрышки традиционные для журнальных изделий, и в этом плане
резина лучше у грузовика КамАЗ-5320, там есть боковая маркировка. Передняя часть тоже оформлена довольно симпатично. Есть надпись «Бернард» из водотравления. Дворники здесь из пластика, окрашенного в массе. Осветительная техника тоже более-менее нормальная, но вид портят черные точки, так называемые рыбьи глаза. И поворотники здесь выполнены просто в виде таких вот окрашенных пупырок. Можно было сделать их тоже в виде пластиковых прозрачных деталей. Это придало бы модели более реалистичный вид. Передние колесные диски тоже обуты в покрышку. Покрышки более-менее аккуратные. Так выглядит нижняя часть. Очень примитивно сделана задняя балансирная тележка. Есть выхлопная система. Правда, она не окрашена. И сама выхлопная система для грузовика. Ее покрасили в серебристый цвет. Задние фонари просто нарисованы краской. Присутствуют регистрационные номерные знаки, также сцепное устройство. И можно посмотреть, как сделан КамАЗ. КамАЗ я вам уже демонстрировал в своих видеороликах. Это вполне удачная модель, и на мой взгляд, это одна из лучших моделей, которая выходила в рамках проекта «Автолегенды СССР грузовики». У КамАЗа откидывается кабина, правда изначально она была зафиксирована. Так выглядит пластиковая рама. Отлично проработана балансирная тележка и отлично детализированы покрышки. Присутствует боковая маркировка. И в этом плане КамАЗ выигрывает у импортного аналога. Но здесь тоже получается рабочая система, открываются створки и внутри детализация двигателей. И КамАЗ стоил дороже, он мне обошелся, по-моему, за 1500 рублей. Это в переводе в евро по тому курсу было около 10-11 евро. А этот грузовик мне обошелся в 5 евро, еще раз повторюсь. И с этой моделью не поставлялось журнала. Хотя изначально он комплектовался, так как это журнальная серия. Давайте еще раз посмотрим на этот замечательный грузовик с разных ракурсов. Здесь интерьер из пластика, окрашенного в массе, но покрашены дверные карты и задняя стенка. А сиденье и руль здесь черного цвета получается. Дверные ручки отлиты вместе с корпусом грузовика. Вот эта часть красного цвета пластиковая. А из металла получается желтый корпус. Вполне хорошая модель, если вы увидите ее в продаже тоже за 5 евро, можете смело покупать, и она украсит вашу коллекцию необычных грузовых автомобилей. И я также видел, продавался набор из 4 автомобилей, тоже посвященных цирку, его продавали за 20 евро, и туда входил внедорожник Range Rover, также грузовик, передвижная кухня и полуприцеп. И этот набор я хотел приобрести в свою коллекцию, но пока раздумывал, его уже кто-то купил, и он исчез с открытой продажи. И сейчас на него более высокая цена, но за более высокую цену покупать его в коллекцию я не очень хочу. А пока что ограничусь только вот таким довольно необычным грузовиком. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о французской журнальной серии, посвященной цирковым автомобилям. Хотите ли вы увидеть обзоры на другие модели, которые выходили в рамках данного проекта? Если мне удастся их найти за приемлемую цену, то я тоже их могу приобрести и сделать на них отдельные видеоролики. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.